16 мая 1972 года. Обычный вторник. В детском саду курортного городка Светлогорск заканчивается прогулка. Дети спешат на обед. Через несколько минут почти половина из них будет мертва. Самолет рухнет прямо на здание детсада. И то, что случится дальше, власти будут скрывать не месяц, не год, а 20 лет. А на следующее утро на месте разрушенного здания ровная земля и аккуратная клумба с цветами. Ни обломков, ни оцепления. В газетах тишина, по радио музыка. Как будто ничего не было. Сегодня мы откроем дело, которое пытались закопать в прямом смысле этого слова. Светлогорск – непростой городок. До войны это была прусская Раушен, элитный морской курорт. В 1972 году он остается престижным местом, и детский сад на улице Ленина под стать. Сюда стремятся устроить детей влиятельные люди города. Погода в тот день не подарок. Туман, переменный ветер, облачность. Без четверти час повариха Тамара Янковская накрывает на стол. Через несколько минут тихий час. В это же время с военного аэродрома взлетает Ан-24. На борту 6 членов экипажа и 2 инспектора. Их задача простая – проверить радиотехнические средства на соседнем аэродроме. Лететь должны на высоте 500 метров. Но командир экипажа Велор Гутник докладывает на базу о снижении до 150 метров. Это решение станет роковым. После Зеленоградска самолет пропадает с радаров наземных служб. На 15-й минуте полета Ан-24 входит в полосу тумана на критически малой высоте, всего 42 метра до земли. Борт врезается в верхушки сосен. От удара самолет теряет часть крыла. Пролетев еще около 200 метров, он падает прямо на здание детского сада. Пожар вспыхнул мгновенно. Авиационное топливо залило все вокруг. Погибли 35 человек, экипаж, персонал и 24 ребенка. В любой другой стране это стало бы национальной трагедией. Был бы траур, срочные выпуски новостей, телеграммы с соболезнованиями. Но мы говорим о Советском Союзе начала 70-х. Система работала иначе. Главным было не допустить паники и скрыть факт падения военного борта на гражданский объект. Уже через час город был полностью оцеплен. Не милицией, военными и сотрудниками спецслужб. Светлогорск отрезали от внешнего мира. Телефоны замолчали. Связь просто отключили. Электрички из Калининграда разворачивали или отменяли под надуманными предлогами. На дорогах стали блокпосты. Никто не мог въехать, никто не мог выехать. Но самое жуткое происходило ночью. Пригнали тяжелую технику. Солдаты работали в свете прожекторов, разбирая завалы руками и кранами. К утру от детского сада не осталось и фундамента. Обломки самолета, кирпичи, личные вещи – все вывезли в неизвестном направлении. Землю разровняли, а чтобы пустое место не привлекало внимания, туда привезли дерн и разбили сквер. Высадили цветы. Буквально за одну ночь место смерти превратили в ухоженную клумбу. Запах гари заглушали специальными химикатами, а обломанные сосны срезали под корень. Утром люди шли на работу мимо этого места и не верили своим глазам. Казалось бы, операция по зачистке прошла идеально, но власти не учли одного – родителей. Заткнуть рот целому городу можно, но горе не подчиняется приказам сверху. Похороны назначили быстро, и даже их попытались сделать тайными. Кладбище оцепили. Пускали только ближайших родственников по специальным спискам. Никаких лишних людей, никаких фотографов. Власти боялись массовых беспорядков.
Боялись, что информация просочится на Запад. Военных, погибших в самолете, вообще похоронили отдельно, в Калининграде, чтобы не связывать эти два события. Ни одна газета Советского Союза не написала об этом ни слова. Ни радио, ни телевидение. Светлогорск жил с этой болью в полной изоляции. Люди шептались на кухнях, приносили цветы к той самой клумбе, хотя милиция регулярно их убирала. Правда начала выходить наружу только в 90-х, когда рухнула советская цензура. На месте трагедии наконец-то смогли построить небольшую часовню с табличкой. На ней выбиты имена всех погибших. Система пыталась стереть их, потому что престиж армии и спокойствие страны для нее были важнее жизней. Но стереть можно бетон, можно убрать обломки. Память стереть нельзя. В 2012 году в редакцию одной калининградской газеты пришел военный пенсионер. Он утверждал, что служил в том самом авиаполку и должен был находиться на борту разбившегося Ан-24, но его в последний момент заменили другим бортмехаником. По его словам, экипаж не отказался от вылета в плохую погоду специально. Незадолго до этого в воздушное пространство Советского Союза несколько раз залетали иностранные легкие самолеты. И командование решило проверить, насколько эффективно их засекают радары на предельно малой высоте. Он также утверждал, что при вскрытии у 5 членов экипажа обнаружили алкоголь в крови. И что эти данные скрыли специально, чтобы семьи погибших получили компенсации, а начальство избежало наказания. Но эксперты по расследованию авиакатастроф эту версию оспаривают. И вот что они говорят. Заслуженный летчик-испытатель, эксперт по расследованию катастроф Владимир Бирюков считает: сесть за штурвал пьяными советские летчики попросту не могли. Перед каждым вылетом проходил медицинский контроль. А вот то, что экипаж мог выпивать накануне вечером, и остаточный алкоголь мог быть зафиксирован в крови при вскрытии, исключать нельзя. По его мнению, куда более вероятная причина трагедии – банальная ошибка в расчетах. Экспертизы после катастрофы показали: приборы экипажа «Гутника» давали погрешность высоты до 60,7 метра. На такой малой высоте и в тумане этого хватило, чтобы решить судьбу 35 человек. Уголовное дело так и не возбудили, но приказом Минобороны своих должностей лишились около 40 военных. Светлогорск, 1972 года – это история не только о том, как падает самолет. Это история о том, как легко государство может сделать вид, что вас никогда не было. Официальная версия – роковая ошибка в тумане. Неофициальная – алкоголь и спецзадание, о котором молчали десятилетиями. Правду мы, возможно, не узнаем никогда. Но 35 имен, 8 летчиков, 3 сотрудников САДа и 24 ребенка сегодня выбиты на памятнике, который построили на месте трагедии спустя 22 года. С вами был канал Erased. Подписывайтесь. И помните, то, что скрыто, всегда найдет выход. Увидимся.